Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый день, новый влог. Закончила с Кирби. Ну, как я и говорила, сделала 2 раскраски. Доделала там работы свои. Ну, где-то сделала, где-то доделала, как и планировала. Взялась за Ханну Карлсон. Это рассветный час, по-моему. Да, в рассветный час. Ой, у меня тут это все тяжелое. Я говорила, я показывала, у меня здесь не было фона, и я решила сделать ее тоже доделать. Ну, как всегда, закрасила. Мне нравится, мне кажется, так прям девушки на черном фоне очень даже эти портреты хорошо выглядят и так далее. Поской закрасила черной, не очень, конечно, на ровно ложится, плюс уже не совсем плоско это. Ну, неважно. В общем, потом, может быть, когда научусь что-то еще делать или придумаю что-то поверх еще. Пока это будет вот так. Ну и вот я обошла эти белые пятнышки. Их можно было, конечно, закрасить и потом отдельно белой поской там или золотой. Ну, в общем, что-то придумать. Но дело в том, что я не знаю даже, смогу я потом найти, где они были равномерно, их выставить, поэтому я решила не все-таки, знаете, не рисковать. У меня уже белая поска заканчивается. Именно заканчивается, потому что я уже и мыла, и трясла. Ну, видимо, все уже. Дело идет к завершению. Она заканчивается. Надо будет покупать новую. Не знаю. Мне советует подруга, Маш, привет, купить акриловый маркер белый, альтернативу поске. Говорит, лучше. Наверное, я так и сделаю. Попробую, по крайней мере. Может, понравится. Буду тогда вместо поски, потому что с поской нравится мне, как ложится. Все как бы меня устраивает. Но вот, ой, знаете, она как-то сохнет. Надо постоянно с ней муздыкаться. И что еще? Плюс ко всему, не всегда равномерно вытекает. Ну, в общем, да. Поэтому сейчас мы вот как будет, а потом посмотрим. Видите, неравномерно получается это все дело. Она уже когда заканчивается, видимо, когда была новая, точку ставишь и прям действительно это точка. А сейчас это не пойми что. В случае с поской. И, конечно, обидно. Но никуда не денешься. Пускай будет не обязательно они прям равномерные. Все-таки это штуковины. Не факт, что они должны быть прям тютелька в тютельку, так сказать. Ну, я сейчас, вот, видите, ляпы получаются прям, это, конечно, подраздражает. Потому что это неровно, это некрасиво. Скорее всего, придется закрасить и чем-то другим пройтись. Ну, останется пока так. Наверное, закажу либо новую поску, либо новый белый этот маркер. И переделаю. Потому что мне прям вот не нравится вот это вот, да, что получается по факту. Мне не нравится. В целом фон доделан, в принципе. В принципе, это будет вот так здесь. Ну и буду приступать уже к следующему. Ничего не протекло. Что мне нравится, единственное, вот здесь именно в поске, это то, что ничего не протекает, быстро сохнет. Это, конечно, да что ж такое? Это, конечно, здорово. Так, с этим закончили. Будем сейчас с вами рассветный час, ой, прошу прощения, времена года от Ханны Карлсон красить. Здесь тоже есть пару
моментов, которые нужно раскрасить. Здесь вот у меня вот такая иллюстрация была начата уже достаточно давно. Я, как уже говорила, пробовала, не хочет стираться. Пробовала здесь раскрасить лицо девочки. И нужно закрасить фон. Вообще хотела тоже черным. Не знаю. Она у меня будет рыжеволосая. Эти будут, ну, я так понимаю, это как что-то типа свеклы или редьки. Ну, неважно. Наверное, будет скорее у меня как свекла. И волосы я планировала рыжие. Но все-таки это осень. Наверное, фон все-таки будет черный здесь. Буду закрашивать. Опять же, поской. Можно было бы, конечно, темно-синим для разнообразия, но мне что-то не очень сюда синий хочется. Даже не знаю. Пока буду думать, если начну, я вам что какое-то я покажу. Ну и хотела показать, точнее, я хотела сделать, попробовать все-таки. У меня есть вот такие вот резервуары, да, как это назвать, маркеры. В общем, Мила заказывала на Алиэкспресс вот эти вот штуковины. Их заполняешь, ну, краской. Ага, вопрос, еще вопрос бы, знать бы как. Все это, ага, вот, понятно. Просто она выскочила, эта штуковина, да. В общем, они заполняются краской, я так понимаю. И, ну, как потом, как маркер, как та же поска красится. Я хочу попробовать все это дело сделать. Не знаю, уж получится, не получится. Буду сейчас пробовать. У меня есть красная. Это краска. Сами тут такой погрызанный есть. Погрызанный блокнотик. Я его, девчонки его погрызли. Я его использую. Ну, что-то надо проверить, какой-то маркер, карандаш, еще что-то. Ну, цвет и так далее. Что-то вроде, знаете, выкраски. Ну и так. Поску разрисовывала на нем. Ну и сейчас вот во избежание каких-то ненужных моментов с краской мы вот. Это тушь, я говорила уже, Кохинор. Так, я даже не знаю, много сюда лить стоит, много наливать нет. Хотя, в принципе, если не сюда, то не знаю, куда уж тогда ее выливать. С черной тушью у меня вот кистью поска. Там без проблем. Как поведут себя эти, не знаю. Ну, рисовать-то, наверное, он будет однозначно. Главное, чтобы не протекало это сильно. Потому что все-таки я их больше рассчитывала для фонов. Использовать такую вот тушь. Чтобы и на бумаге не протекало, и сам по себе нигде не тек. В лишних, так скажем, местах. Сам фломастер этот. Нигде ничего не протекало, чтобы не затекало. И тогда будет замечательно. Вот. Потому что сама по себе тушь хорошая, она не протекает. И вот если сейчас получится, то, ну, я не знаю, может, уже достаточно, недостаточно. Думала, сюда влезет все. Ну, наверное, не влезет все. Жалко, конечно, чтобы уже освободить, да, там не было, чтобы 10 бутылок. Я думала уже освободить их. Тут чуть, видимо, чуть-чуть меньше, чем здесь 20 грамм. Не знаю, сколько в этом маркере. Вот. Ну, еще раз.
Так, по избежанию, как я уже сказала, чтобы ничего не случилось, не испачкалось лишний раз, мы сейчас это дело все закроем. Вот так это получается. Я надеюсь, ничего вот здесь протекать не будет. Так, тушь мы закроем. У меня здесь цвет фуксия, если не ошибаюсь. Могу ошибаться. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, тушь. Угу. Тушь. Где-то был цвет. Но уже, наверное, не прочитаю. Где-то был написан у нее цвет. По-моему, фуксия все-таки. Вот. Да, наверное, была тут такая была наклеечка. По-русски все было написано. Видимо, это ну такой вот, собственно говоря, ее и видно. Так, ну, давайте пробовать. Смысл у нее, как я уже сказала, такой же, как у поски. Так, вот видите, промокает фломастер наш. Ага, вот он протек. Ну и, в общем-то, ну, рисует, работает. В общем-то, как и у поски. Единственное, мне не нравятся вот такие вот фетровые, ну, такие вот на кончике у этих, даже у поски, они как-то вот бумагу подскатывают, что ли. Вот. Я не знаю, выдержит ли какая-нибудь в раскраске бумага. Если, допустим, вот как и планировалось фон делать, конечно, видите. И будет ли это все равномерным. Ой-ой-ой, не падай, не пачкай нам все. Может, надо было меньше все наливать. Ну, посмотрим. Стоит. В целом работает. Все работает, как и предполагалось. Так, погрызанный листочек. Ну, особо не, если не лить много, да, не протекает. Но она, конечно, более тонкой может и протечь. Не знаю. Посмотрим, если более аккуратно красить, как это все будет выглядеть. Ну, я надеюсь, что получится все более хорошо, потому что, ну, хотелось бы, предполагалось, что заправлять вот браши как раз таки такими вот, такой тушь я вот черный заправляю, нет проблем. Но там у меня браш от Faber-Castell я заполняю, и ничего не течет, не протекает. И поску кистью. Здесь только вот такие формата, как фломастер, не знаю, выдержит, не выдержит бумага. Такие моменты. Будем надеяться, что выдержит. Ну, где-нибудь попробую, я вам покажу. Может, будет, знаете, этот где-то на последней страничке. Попробую. Обязательно аккуратно. Кистью, конечно, было бы оно лучше. Вот такой кончик немножко все-таки не царапает, а как подскатывает, что ли, бумагу. Я не знаю, за счет чего это так получается. Но в целом задумка неплохая. Все работает. Будем пробовать. Главное, чтобы он тут нигде не протекал. Ну, вроде не протекает. Все достаточно плотно сидит. Вот такая получается штуковина. Так что будем сегодня красить, пробовать. Я надеюсь, все получится. Буду сейчас, скорее всего, черным, наверное, все-таки черным закрашивать. Я даже не знаю, закрасить фон, а потом рисунок или как. Здесь вот, правда, если фон закрашивать, здесь прям так много вот этих вот, да, штукенций, что я даже не знаю, как быть. И мне хотелось здесь тоже еще одну сделать фон. Она не начатая даже работа, но мне хотелось тут тоже сделать опять же черный фон. Я думаю, будет хорошо.
смотреться. Сейчас я вам покажу, если... Ну, в общем, у меня здесь была испорчена работа. Я здесь пыталась красить, ничего мне не получается, напортила. В общем, да, не знаю, когда дойдут руки уже до этой работы. Но вот здесь мне хотелось бы тоже, наверное, все-таки поской закрасить вот это все дело. Ну, цветы, слава богу, здесь вот не так много затронуты. Я думаю, можно будет, знаете, закрасить их. Я надеюсь, по крайней мере, что у меня все получится. Надеюсь, что у меня здесь тоже хватит краски. Ну, чтобы по новой не заправлять. Не сидеть, не терять время. Потому что, вы знаете, ну, ерунда вроде бы казалось бы. Но вот на это так много уходит времени. Как ни странно. Я вот с девушкой фон делала. У меня очень много на это времени ушло. Вот. Поэтому, конечно, может быть, другими материалами быстрее бы здесь было. Да нет, мне кажется, то же самое было просто. Так как здесь очень темный, ну, черный, понятное дело, темный фон, ты стараешься как-то более аккуратно прорисовывать, чтобы нигде ничего лишнего не зарисовать. Опять здесь вот эти точки, не знаю. Я даже не знаю, как быть. Закрасить и потом самой хаотично все это дело раскрасить или как, даже не знаю. Вот. Сейчас прокрасить чуть-чуть. Ну, я думаю, что, по крайней мере, я не испорчу уже сей шедевр, если закрашу сейчас черным. Но я думаю, здесь цветы, я думаю, что должно хорошо смотреться. Буду пробовать сейчас закрасить. Давайте вместе вот немножко. Как-то спрашивали. Как я уже говорила, поска не протекает. Да и, в общем-то, у меня поска здесь, собственно говоря, уже закончился. Я сюда залила эти же вот тушь эту от Кохинора. И ничего не протекает. Все хорошо. Даже я в некоторых моментах по несколько слоев делаю, потому что сама по себе она такая не сильно черная. Знаете, такая сероватая. Хотелось бы более такого прям глубокого черного. И вот, в принципе, ничего еще не протекло. Ну, наверное, спасает тот факт, что здесь она сохнет очень быстро сама по себе. И, наверное, это выручает. Не успевает, может, бумага пропитаться, сильно намокнуть. Даже не знаю. Вот. Вроде как хотелось бы, чтобы эти пупырки вот как нарисованы, так и были. Потому что я могу потом не вспомнить, где как было. Можно, конечно, как мне нравится сделать, но иногда хочется вот как задумано, чтобы было. Не знаю даже. Вот. Ну, смотрите, в целом, вот, так сказать, поправить положение, если вы как я, так я вообще знатный рукожоп в этом плане. Было бы не я, если бы не испортила что-то. Это, конечно, прям... Это уже норма. Чтобы я да не испортила. Ну, это прям удивительно было бы. Хоть одну, но испорчу в месяц иллюстрацию. Здесь разогналась с акварелью. И, конечно, да, немного все-таки испортила. Конечно, здесь кисть для больших пространств прям идеальная. Можно было бы еще даже. Вот. Но вот такие моменты, конечно, приходится постараться. Угу. Видите, уже нечаянно закрасила. Ну, ничего страшного, как я уже сказала, здесь можно будет потом. Вот. И
вот так вот получается. Я считаю, что неплохо. Все косяки прячутся. В некоторых моментах, хотя она прям так интересно протекла. Вот. И я думаю, таким образом можно, если вы, как я, еще нет опыта такого, чтобы вот перекрывать все свои косяки, да, что-то исправлять, еще нет опыта достаточного такого, то это вот прям спасение, я бы сказала. Очень даже такое неплохое спасение. Исправить то, что вот накосячил. По-быстрому, по легкому пути, так скажем. Потому что здесь особо я... Ну нет, ну можно было и гуашь взять. Но гуашь, я не знаю, пока не освоила. Если акварель не освоила, то гуашь тем более, потому как, не знаю, мне как-то неравномерно она ложится. Совсем неравномерно. Тут вы скажете, тоже у тебя не больно-то, все ровно. Ну, вот. Боюсь я пока этих материалов. Акварель, гуашь. Они со мной прям на «вы». Прям очень на «вы». Или я с ними, или они со мной. Ну, в общем, и они, и я, грубо говоря. Поэтому мне проще. Что ж такое? Нет. В общем, пока что это вот для меня самый такой спасательный вариант, когда можно быстро более-менее исправить свои косяки, если сильно протекло. Я думаю, что даже и неплохо. Смотрите, как вполне себе имеет место быть. Ну, сейчас мы один слой. Если очень мало, то можно будет поверх еще один слой нанести. И так как она все равно вроде бы и равномерно более-менее ложится, но все равно видно какие-то косяки. Я вот думаю попробовать чем-то поверх еще покрывать, или перламутровой акварелью, или я даже не знаю, чем попробовать поверх что-то нанести, чтобы не так сильно выражены были вот эти вот полосы. Видите, где вот в некоторых местах прям слишком очевидные. Вот. Ну и, собственно говоря, вот так это все перекрывается. И я думаю, будет вполне неплохо, вполне себе терпимо. Коль уж испортила, надо как-то этому всему приводить это все в божеский вид, так скажем, более-менее приличный, чтобы хотя бы было хоть не так стыдно на это смотреть и это показывать, да, вот не знаю, как так вышло, слишком уж протекла, причем, не поверьте, детская акварель это лучше протекла, что, конечно, печально. Ну вот, я думаю, вам видно то, что перекрывает все это точно. То, что не просвечивает, не протекает на обратную сторону, это тоже совершенно точно. И это здорово. Я сейчас, наверное, все-таки подложу здесь страничку, чтобы не испачкать. Немножко обойду здесь, и мы к вам вернемся. Продолжаю свой хобби-влог. Напоминаю, сегодня весь день с Ханной Кацен. Заканчиваю начатые какие-то работы недоделанные или испорченные. Ну, в общем, пытаюсь по возможности что-то сделать, доделать, переделать. В общем, я показывала, да, все протекло здесь, начинала. Ну, вот как-то так получается. В целом неплохо. Мне нравится. Понятное дело, что здесь все бедный лист претерпел вот эти вот изменения. Здесь ничего не протекло. Ну, эти две иллюстрации буду, конечно, доделывать, переделывать. В общем,
Здесь, я так думаю, что раскрасится и будет уже более прилично. Не знаю, никак не определюсь, какие будут здесь эти точки. Будут они здесь в итоге уже на 100% или все-таки ну, так вот золотом можно, собственно говоря, их покрыть. Не очень как-то мне нравится, но в целом можно и золото сюда добавить. Я думаю, будет не критично. Бедный лист, его всего уже розетовала. Ну, я попробую. Что ж такое, из-за того, что бумагу все ведет, не получается нормально. Ну, правильно сейчас скажешь плохому танцору. Правильно скажут, наверное. В общем, бедный лист. Его всего розетовала. И, наверное, сейчас этот лист отложу. Ну, эту раскраску придется, не знаю, придется, наверное, все-таки положить, чтобы она как-то отлежалась, что ли. Хотя у меня здесь по плану еще одна работа, не знаю. Вот так вот, наверное. Пока что будет так. Там посмотрим, буду переделывать или нет. Но в целом не супер, но это лучше, чем было. Так, то есть протекшая уже осталось непосредственно на рисунке. Ну, я думаю, это перекроется уже карандашом. Тем более, что цветок можно сделать плюс-минус в этом цвете. Ну, листочки, я надеюсь, все-таки перекроются. Скорее всего, призмой буду красить лист. Бедный его все весь ведет. Сейчас немножко подсохнет. И, скорее всего, буду красить пока другую иллюстрацию. Мне не хочется сейчас идти искать карандаши, доставать коробку. Она не маленькая, все знают эту призму. Поэтому не очень-то хотелось бы. Ну и, скорее всего, если высохло, наверное, скорее всего, буду потихоньку красить фон уже у этой девушки. Наверное, он тоже будет черным. Сегодня прям все с черным фоном. Здесь не так много его. И ну, мне не хотелось. Я хочу ее сделать рыжей. Вот эти вот свекла, я так думаю. Может, конечно, редька, но, наверное, свекла почему-то, мне кажется. В общем, такое красно-бордовое что-то. Ну, в общем, не знаю. Хотелось бы черный. Не очень, конечно, это здорово. Опять черный фон, но никакого, скажете, просвета. Одни черные фоны. Ну, вот так вот мне сегодня все черное. Так вот хочется. Мало. У меня есть синий еще. Синяя поска, но мне не хочется синий здесь ничего делать. Не знаю почему, не вижу я синий фон совсем. Может, конечно, кто-то скажет, а зря. И такие могут быть, наверное. Может, и не могут, но мне не хочется. Вот. Наверное, сегодня уже, скорее всего, будут чисто фоны. А уже потом, я думаю, видно, мне просто не хочется пересаживаться сегодня уже, чтобы красить. А уже потом буду их непосредственно закрашивать самих вот этих вот иллюстраций, ну, сами рисунки. Пока просто фон там, коль уж, так скажем, присела на фоны, то нужно, наверное, конечно, можно было бы здесь, и даже не можно, а нужно было бы более что-то интересное, но, к сожалению, я вот не умею. Прям беда. С фонами мне сложно. Поэтому как-то вот так.
Не знаю даже. Будет все, скорее всего, вот так простенько пока что. Ну, может, научусь делать интересные фоны. Как-то, знаете, хочется и раскрасить много, и дела какие-то есть, и еще что-то, то болеешь, что... Ну, в общем, уходит очень много времени, и получается, что посидеть, побаловаться, какие-то фоны поделать, в общем-то, уже времени-то и нету. Что такое? Сегодня, видимо, уже нарисовалась фонов, что залажу за край. Поэтому очень хотелось бы посидеть где-то, побаловаться с фонами, но вот пока что не получается. Очень много смотрела всяких вариантов, как попробовать, как что сделать. Но вот пока только один получилось применить, так скажем, по мастер-классу фон. Не скажу, что я прям на 100% довольна, но в целом иногда можно и такой делать фон, тоже неплохо. Вот единственное, мне здесь не нравится, у меня в поске, ну, в кисти закончилась эта краска. Тем тонким, конечно, это не вариант. Хотя, с другой стороны, здесь столько вот этих вот всяких моментов, которые нужно тонкой кистью или этим обходить, что, наверное, все-таки может быть и правильно, что начала брашем. Собственно говоря, у меня тут тушь это, и тут это кахиноровская, и в поске там в кисти, поэтому большой разницы нет, ну, наверное, за исключением самого этого носика. Ну, вот пишущий узел, я просто не люблю это слово. Я знаю, как это называется, девочки. Но, как я уже говорила, мне не нравится это название. Прям хоть убей. Вот. Поэтому называю всегда его так, как угодно, только не пишущий узел. Не знаю, почему мне прям какое-то отторжение от этого названия. Вот. Шкарёбит. Поэтому, да. Ну, вот как-то так оно потихоньку будет, конечно, все это вырисовываться. Это надолго. Прям очень надолго, я бы сказала. Если учитывать, сколько сидела с цветами. Я уж не стала вас мучить за кадром. Так скажем, раскрасила эти цветы, потому что слишком все долго, медленно. Поэтому, конечно же, на камеру это даже не знаю, если на ускоренном только. И то, наверное, большую часть видео. Ну вот и будет занимать чисто фон. Поэтому как-то вот не стала вас мучить. Скорее всего, если и будем на камеру, то непосредственно сами иллюстрации, вот эти вот рисунки на страничке, да, красить, а не фон. А иначе у нас все видео будет просто фоновое. Я бы так назвала его. Видео про фон, да. Ну, тут, в общем-то, ничего интересного даже сейчас не происходит, как вы понимаете. Не знаю. Пока что решила, что девушка будет рыжая. Я, собственно говоря, ей глаза постаралась. Ну, по крайней мере, старалась сделать такие зеленые. Хотелось мне ее рыжую, чтобы она была рыженькая. Все-таки это осень. Вот. Можно, конечно, любую, но я уже вроде как запланировала еще в самом начале, что будет рыжая. Значит, будет рыжий. Так, где тут что? Тут еще самое главное в этих мелких детальках
не закрасить лишнего. Знаете, бывает раз, и оказалось, что ты не там закрасил. Точнее, больше, чем надо, я бы сказала. Вот. Так что красить буду, не знаю, чем. Ну, волосы, скорее всего, по привычке уже лирой будут краситься. Коль уж рыжие, значит лира. Хотелось бы научиться больше вариантов волос, но пока, опять же, по той же причине, вот не получается посидеть, поэкспериментировать. Как-то не хочется сразу в раскраске, знаете, страшно. Жалко испортить просто. Потом очень сложно это все переделывать, исправлять и так далее. Как говорится, проще заново построить, чем перестроить. Так и тут. Очень сложно потом это все. Ну, у меня пока опыта нет такого, поэтому мне точно сложно сидеть исправлять. Вот. Извиняюсь, там собаки. Муж там, видимо, шумит, и они тявкать начинают. А может, соседи у нас. Соседка любит трясти коврики в окно. Вот они, не нравится им, они сходят с ума сразу. Из-за этого начинают тявкать на этот коврик. В общем, бесполезно ругаться с соседями. Ужасные люди. Ни по-хорошему, ни по-плохому вообще никак не получается с ними. Ну вот, в общем, как-то так у меня получается этот фон. Не знаю, ничего примечательного. Ну, кроме того, что она наконец-то и эта иллюстрация будет сделана. Поэтому я думаю, уже хорошо, если учитывать, что я их подзабросила. Так, можно, конечно, попробовать их аккуратно. Сильно аккуратно не ну, аккуратно-то получится, я имею в виду, сильно не получится обойти. Не знаю. Или взять их, закрасить, а потом хаотично эти точки поставить, потому что вечно я с этими точками тут мучаюсь. Тут и так вот всяких загогулин хватает, чтобы сидеть, все обходить, красить. Еще эти точки, так вообще ужас. Мне кажется, слишком много их тут. Всяких деталей. Тут, по сути-то, и фона нет. Просто я его закрашу, потому что, в общем-то, как-то мне нравится. Понравилось это вот девушки эти все на черном фоне. Прям как-то выигрышно смотрятся. Прошу прощения. Тяжеловато красить и болтать. Бывает, знаете, такими моментами рисуешь, начинаешь сосредотачиваться на чем-то и совсем забываешь, что ты вроде как должен разговаривать. Вот. Я немножко вам покажу, а дальше буду уже дорисовывать сама. И, наверное, буду потихоньку заканчивать. Будет такой небольшой влог. Буду, наверное, заканчивать эту часть. В следующей мы с вами, наверное, уже непосредственно пораскрашиваем сами иллюстрации. Ну, чтобы это было интересно и как-то все-таки, а не просто смотреть эти черные фоны бесконечные, чтобы не было вам скучно. Вот. Наверное, завтра схожу, заберу. Пришел мой заказ. Я говорила, что идет. Жду несколько заказов. Ну вот еще один из заказанных. Пришли мои карандаши. Я заказывала инктенсы.
Ну, дозаказывала. Я говорила, их поштучно брать буду. По чуть-чуть, как бы, чтоб... Ну, не вижу смысла за них отдавать такие деньги сразу. Можно было бы и сразу купить, собственно говоря, большой набор, но я пока в нем особо не нуждаюсь. Вот. И поэтому, знаете, беру что-то, покупаю, что мне надо, если что-то в магазине, ну, вот в интернет-магазине, в данном случае арт-квартал. Ну и попутно, так скажем, по паре карандашей беру и нормально. Так, ну я уже буду красить как крашу, а уже, как говорится, где-то если какие-то пропуски или что, то, понятное дело, я буду уже потом исправлять, потому что сейчас не очень это все удобно, комфортно, поэтому это будет все как-то так. В общем, в принципе, неплохо. Ну, конечно, еще судить рано, маловато здесь, но мы сейчас с вами и так уже много сегодня сделали. Есть пару задумок. Я, конечно, попробую. Если получится, вам обязательно покажу. Но это тоже нужно время. Я хочу поверх вот этого черного фона, допустим, там, где цветы, попробовать еще добавить цветовых пятен, так скажем. Знаете, вот этими спреями побрызгать. Правда, не знаю, как будет реагировать все это дело на эти брызгалки. Поэтому для начала, опять же, нужно сесть где-то, просто листочек закрасить вот этой вот черной краской, тушью в данном случае. Попробовать закрасить, дать ей высохнуть. Ну, сохнет она, к слову сказать, очень быстро. Вот, я думаю, видно прям по мере того, как я крашу, она тут же высыхает. Что, с одной стороны, хорошо, видимо, на фоне этого она и не протекает, не успевает на обратную сторону. Это здорово. И вот я хочу попробовать. Если получится, тогда не так скучно будет мне, по крайней мере, допустим, в цветах. Не так скучно будет с фоном. Ну, а если нет, будем думать, что еще можно туда добавить. Ну, в общем-то, в принципе, сам по себе, допустим, в цветах черный фон и не критично, неплохо. Собственно говоря, как по мне, вот на мой вкус, на мой взгляд, очень даже неплохо. Еще цветы раскрасятся, во-первых. Во-вторых, там было, ну, в силу того, что я испортила, все протекло у меня с обратной стороны. В общем-то, больше было как бы не столько черный фон сделать идея, сколько хоть как-то исправить положение, то, что протекло все. Поэтому, собственно говоря, сильно не расстраиваюсь. Там и так, получается, мы частично спасли иллюстрацию, потому что, ну, так как я не умею фоны делать, ничего другого не смогла хорошего там пока что сообразить сделать. Хотя можно было порискнуть, но, опять же, я говорю, жалко пробовать портить иллюстрации. И так, получается, испортила. Тоже сидела, экспериментировала, вот как-то торкнула. Думаю, да, и все пробуют, и я попробую. Ну, вот, напробовалась. Наделалась фонов, что в итоге теперь надо что-то делать. Там целых 3 иллюстрации получается. 2 вот на развороте и 3 эти цветы теперь. Но если цветы еще как-то удалось спасти, с остальными не уверена. Но будем стараться исправить положение. Ничего страшного. Бывают взлеты, падения. Даже у хороших
художников, колористов. Ну, у меня тем более. Чё уж там греха таить, да, как говорится. Так, сразу сейчас тот край пройдем, чтобы удобнее было. Мне, наверное, сейчас можно будет сказать, все-таки разобрать эту кисточку у поски, постараться по новой заправить. Как-то сложно ее разбирать, прям очень сложно. В прошлый раз еле разобрали, уже хотела выбросить ее с горем пополам. Думала, что все, уже не сможем ее разобрать, что она не разбирается. И сейчас опять вот закончилась краска. Думала, надо будет добавить. Такое чувство, что она там уже все много сильно красила, закончилась. Надо наливать. И опять не могу я ее раскрутить, разобрать эту кисть. В общем, странный. Ну, наверное, он не предназначен для таких целей, как я использую. Наверное, предполагалось, закончилась и выбросил. Ну, вот я решила... Ну, дорого. На самом деле, их покупать по 700 рублей. Один вот этот маркер в виде кисти 700 рублей. Это дорого. И, конечно, вот так. Я не понимаю, что здесь. Честно говоря, непонятно как-то. Линия. Очень дорого их каждый раз покупать, и заканчиваются катастрофически быстро. Ну, у меня точно. Теперь вы видите, что у меня-то они вообще быстро летят. Получается, если так постоянно большие фоны делать, то быстро будет заканчиваться. И, конечно, по 1000 рублей, ну, я так округляю, да, каждый раз покупать. Ну, где-то так и выйдет, еще же доставка. Мы же еще платим за доставку. Это, конечно, дорого. Поэтому вот это вот с заправкой этих маркеров, конечно, здорово. Так, я надеюсь, я сильно тут не вылезла, то не мешаю вам. Это у меня все дальше и дальше красить. Вот. Ну, я вам чуть-чуть так поболтаю с вами сегодня, пока есть настроение, желание что-то делать. У нас погода меняется, буквально вот снег шел, теперь солнышко прям. Толку от него, конечно, мало, оно только светит, а тепла от него пока еще никакого. Но уже радует. Но опять же радует, как радует. Опять меняется погода, меняется давление, и, конечно, не очень это радует по самочувствию, по состоянию. Особенно кто вот как я метеозависим, это, конечно, это плохо, это тяжело переносится. Ну, это все ерунда, переживем, как говорится. Главное, погода в доме. На улице как-то не очень важно. Так, ну что, будем вот как-то так. Хотелось бы ускорить немножко этот процесс. Ну, вот. За счет вот этих вот, может, без точек было бы все шустрее. Ну, намного шустрее бы не было, потому что здесь, как я уже сказала, и так вот эти все моменты нужно будет сидеть, кропотливо прокрашивать. Это, конечно, очень-очень замедляет процесс раскрашивания. Вот, ну ничего. Все сделаем, все закрасим. Нам сейчас основное закрасить бы. Вот. А потом уже где-то что-то будем поправлять. Если где-то пропускаю, не пугайтесь, я потом вблизи, так сказать, все проверю и докрашу. Ну, в целом, как-то вот так получится. Здесь, собственно говоря, не важно какой цвет, наверное, особо фона, потому что тут его особо-то и не видно. Вот. Тут его толком этого фона нет, поэтому не страшно, не столь
страшно, допустим, как если взять цветы, те же, там прям бешеное пространство, да, на странице. Ну, здесь тоже прилично, но как-то все так. Рисунок больше разбросан по страничке. Все-таки большую часть листа занимает рисунок, а не фон. Это радует. Это не может не радовать меня, потому что с фонами пока да. Мне тяжеловато. Так, ну что, буду потихоньку заканчивать уже этот влог. Хотелось бы, была бы моя воля, я бы с вами и не прощалась, но вот не будем сильно растягиваться, чтобы это было интересно. Ну, тут сегодня не особо-то, наверное, многие скажут, интересно. Здесь скорее, знаете, такой, как, ну, поболтать с вами чуть-чуть. И скорее, как такой мини-отчет, что вот делаю. Не стоит работа. Делаем, красим. Хотелось бы больше, но вот пока так. Пока не успеваем больше раскрасить. Ну, я уже достаточно, в принципе, раскрасила на сегодняшний день. Планы двигаются. Я бы сказала, даже очень хорошо двигаются. Это радует. Если сравнить с прошлым месяцем, то сейчас очень даже неплохо двигаются. Так что мы с вами, ну, я не знаю, если сегодня успею, то все сделать с фоном и так далее, то, может быть, приступим к второй части, так сказать, влога. Начнем раскрашивать уже непосредственно саму иллюстрацию, если закрашу быстро. Ну вот не уверена, успею сегодня, нет. Вроде как еще девочки должны прийти в гости, внучки. И навряд ли получится именно сегодня сидеть еще раскрашивать еще. Но бывает так, что получается. В общем-то, получается. Просто девчонки, ну, понятное дело, это дети. Бывает, шумят, и не всем это нравится. А в целом раскрашивать-то можно. Именно на камеру не дают, так скажем. Но это, как я уже сказала, дети. Никуда от этого не денешься. Мы тоже были детьми, тоже играли, шумели, шкодили. Это нормально. Это нормальное явление. Было бы ненормально, если бы они сидели как мумии. Поэтому нормальные здоровые дети. И поэтому, соответственно, и ведут себя, как и подобает ихнему, в общем-то, возрасту. Так, муж там опять что-то шумит. И эти начинают сходить с ума. Поэтому прошу прощения. Ну, в общем, как-то так. Буду с вами прощаться на сегодня. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите, что здесь еще можно добавить. Я имею в виду по фону здесь или может еще здесь, после того, как это будет черное. Будет очень интересно послушать. Ну, а я буду с вами прощаться. Увидимся в следующем влоге, в следующей части. Всем хорошего настроения и пока-пока.